Путина в самый последний момент спасли от неминуемого покушения. Кто и как сорвал операцию. Еще чуть-чуть и его бы не стало. Кто спас? Пока в резиденции гремели взрывы, тайные данные разведки утекли в сеть. Лукашенко впервые проговорился о чемоданах коллеги. Стыдно стало всем. Все подробности. Провокация и эскалация, подбой курантов. Москва готовит страшный удар в ответ на фейковый обстрел. Почему Кремлю нужно срочно сделать это именно сейчас, в начале года? И что именно планирует сотворить Москва? Это коснется всех. Пока мир отходил от праздников, произошло событие, которое Кремль проспал. Украина и Молдова с 1 января официально внутри ЕС. Как именно им это удалось? Историческое решение вступило в силу с первыми лучами солнца и стало реальностью для миллионов, без лишних слов. Протесты в столицах – один из главных диктаторских режимов в мире под угрозой. Взрывы на небе и огненный шар. Швейцария в шоке. 40 человек не стало там, где обещали абсолютную безопасность. Больницы перегружены, а в главном аэропорту другой страны на глазах у всех задержан человек с кофе и спецтехникой, которая глушила спецсвязь и могла устроить авиакатастрофу. На Балтике очередные обрывы кабелей. Серия ужасных диверсий и страшных событий в Европе. Смерть, которая оказалась ловушкой, его ликвидацию громко праздновали в Москве, а за голову обещали $500 000. Воскрешение произошло в прямом эфире. Об этих и других главных событиях к утру пятницы, 2 января. Первый информационный выпуск «Нехта» в 2026. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. З Новим роком! 2026 начался с ударов и взрывов, и не фейерверков. В ночь на 1 января Россия запустила по Украине 205 ударных дронов. Били по энергетике и жилым кварталам в Одессе, Волыни, Харькове, Сумах и других регионах. К счастью, лишь 24 дрона попали по целям. Но этого хватило, чтобы десятки тысяч людей встретили Новый год без света и тепла. Владимир Зеленский прямо заявил, Россия сознательно целит по энергетике, чтобы усилить давление на мирных жителей зимой. Параллельно в ответ на атаки БПЛА Украина усилила дальнобойные удары по российской территории. Первым в 2026 году загорелся Ильский НПЗ в Краснодарской области. С почином. Досталось также нефтехранилищам и военной логистике в Краснодарском крае, Татарстане, Калужской и Ярославской областях. Что же, как год встретишь, так его и проведешь. Мир входит в 2026, а что главы государств желали миллионам своих соотечественников? Я дома. Только главное, что нужно знать. Владимир Зеленский заявил, что мир в 26-м возможен. Соглашение готово на 90%, но решающие 10% зависят от максимального давления на Россию, жестких санкций, блокировки нефти и реальных гарантий безопасности. Миру? Так. Чи будь-якою ціною? Ні. Росія не закінчує свої війни сама. Не було в історії війни, яку вони завершили за власним бажанням. Лише тиск від інших, лише примус від інших, який самі вони називають жест доброї волі. Владимир Путин в своем обращении не дал ни одного сигнала о мире. Только война, мобилизация и бесконечная вера в победу. И, конечно, словом и делом поддержать наших героев, участников специальной военной операции. Вы взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, за правду и справедливость. Уже ясно, что 26-й в риторике Кремля выглядит не как год завершения войны, а как ее продолжение и расширение. При этом, напомним, в ушедшем году Путин так и не выступил с обязательным по Конституции посланием к Федеральному собранию. А это новогоднее обращение стало одним из самых коротких в истории, 3-минутным. В интернете даже появились конспирологические теории о том, что видео могло быть сгенерировано искусственным интеллектом, мол, слишком неестественный получился какой-то из Путиных. А говорить ему, кроме как о войне, видимо, было больше не о чем. Поздравляю всех наших бойцов и командиров с наступающим Новым годом. Верим в вас и нашу победу. Только верить и остается, ведь сил военных для успеха не хватает. Спроби Путіна виманити Донбас обманом означають лише одне. Сьогодні вони не здатні забрати його силою. Александр Лукашенко же разыграл сценку боевой бдительности, чтобы хоть как-то скрыть фирменную тряску головы, приложил телефонную трубку к уху. Министр обороны
Добрый вечер, Виктор Геннадьевич. Ну как ты живешь там? Как там наши противники, соперники и, не дай бог, враги? Лукашенко традиционно говорил о внешних врагах, благодарил людей в погонах и жаловался на давление Запада. Классическая риторика осажденной крепости, без новых идей, но с символическим жестом. Дорогие белорусы. Объявил 2026 годом белорусской женщины. Правда, свою актуальную женщину главный семьянин Беларуси не показал. Да и не всех еще женщин-политзаключенных выпустил из тюрем тот, кто с женщинами якобы не воюет. Я многое потеряла за эти 5 лет. Многое. Но не надежду. Я продолжаю надеяться и верить в главные ценности нашего мира – добро и сопереживание. Никол Пашинян сделал, пожалуй, самое спокойное обращение. 2025 год стал первым с момента обретения независимости календарным годом, когда у нас не было ни жертв, ни раненых в результате перестрелки с Азербайджаном. С марта 2024 года, уже более 22 месяцев, у нас не было жертв в результате обстрелов на армяно-азербайджанской границе. Дональд Трамп выступил отдельно, без классического кабинетного формата, но с громкими обещаниями и заявлениями. В новогодних комментариях он связал 2026 с исторической сделкой, о которой мы уже все давно слышали, миром на земле и подарком всему миру, намекая на свою сделку, видимо, по Украине, но главный акцент он делал на щедрых экономических бонусах для американцев. Итог простой и показательный. Зеленский говорит, что мир возможен, но через давление. Путин, война продолжается. Лукашенко, держимся желательно на 2 стульях и наблюдаем за врагами, которые кругом, видимо, и с восточной стороны тоже. Пашинян о мире, который дает реальную безопасность. Трамп о сделке, которую он якобы принесет. 2026 начинается с диаметрально противоположных миров. И это главный сигнал всех обращений. В новогоднюю ночь Россия заявила о якобы ударе ВСУ по кафе и гостинице в поселке Харлы на оккупированной части Херсонской области. Назначенный Кремлем губернатор Владимир Сальдо говорит о 24 погибших, включая ребенка, но убедительных доказательств до сих пор нет. В первые часы не было ни фото, ни видео, лишь потом появились размытые кадры сомнительного происхождения. А Reuters прямо говорит, проверить версию Москвы невозможно. Украина удар не комментировала. Несмотря на это, Кремль уже подает историю как массовое убийство мирных жителей и повод для каких-то ответных действий. На этом фоне замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев перешел к открытым призывам к убийствам за пределами войны, заявив, что людей нужно резать не только в Украине, но и в Европе, и на курортах. По словам Сальдо, он созвонился с Путиным, и тот уже сравнил Харлы с Одессой 2 мая. То есть Кремль превращает мутную и недоказанную историю в моральное оправдание для эскалации террора вне фронта. И это важно. Это уже не просто пропаганда. Это прямая легализация насилия против людей за пределами зоны боевых действий с потенциальными последствиями для всех и каждого далеко за пределами Украины. Командир русского добровольческого корпуса Денис Капустин, он же White Rex, жив. Его смерть оказалась ловушкой. Главное управление разведки Украины инсценировало гибель командира корпуса, чтобы сорвать заказанное из России убийство. Здравия желаю и с Новым годом. Состоянием на сейчас, на 1 января 2026 года, все подразделения русского добровольческого корпуса в составе спецподразделения Тимура продолжают выполнять задачи на определенных вами участках і направленнях. Вітаю вас, як то кажуть, з поверненням до життя. Це завжди, мабуть, приємно. По данным ГУР, за его ликвидацию российские службы пообещали $500 000. В итоге эти деньги пойдут на оборону Украины. История показательная. Российские спецслужбы поверили в фейк, потеряли деньги, лишились важных агентов и остались ни с чем. А командир РДК возвращается к боевым задачам. Российская Минобороны лишь через 2 дня после громких заявлений решила показать детали якобы атаки дронов на резиденцию Путина на Валдае. По версии ведомства, Украина ночью 29 декабря запустила 91 БПЛА из Сумской и Черниговской областей, которые летели через пол России и были эшелонированно сбиты ПВО. В доказательство показали 1 дрон с 6-килограммовым зарядом и местного жителя, который якобы слышал громкий звук, но не видел ни дронов, ни взрывов, ни разрушений, ни жертв, ни обломков, ничего. Зато все слышал и видел Лукашенко. Он назвал историю с атакой дронов на резиденцию Путина дичайшим государственным терроризмом и намекнул, что он чуть ли не лично спас своего коллегу-диктатора от неминуемой смерти. И сегодня ночью вспомнил разговор с Путиным. По-моему, это было перед БРИКС в Южной Африке. Наша разведка нас информировала на уровне там разговоров, сплетней Запада, что готовится террористический акт против президента России. Чемоданы собирают. Я говорю, ты куда? Да ты что, не знаешь, у нас же БРИКС. Вот. Я говорю, ты что?
Война идет. Нечего туда ехать, полетел Лавров туда. Ну, не надо туда летать. Если кому-то надо, они к тебе прилетят. И вот я сегодня подумал о том, что насколько я был прав, когда предупреждал его и предостерегал. Я об этом вот вам рассказываю впервые сегодня, потому что не надо быть беспечным. При этом Путина в момент якобы атаки в резиденции даже не было. Что, украинцы не знали об этом, что там президент фактически не бывает? Знали. Зачем? Смысла же никакого нет. А Лукашенко подчеркнул, что глава Кремля якобы все равно не откажется от мирного трека и не поддастся на провокацию. Но самое главное, версию Москвы не подтвердил никто. Местные жители Валдая не слышали массированной работы ПВО, независимых фото и видео нет, цифры у российских ведомств расходятся. Более того, американские ЦРУ и АНБ пришли к выводу, что удара не было, а после их оценки Дональд Трамп публично дистанцировался от кремлевской версии, репостнув материал, где атака на Валдай названа блефом и препятствием к миру. Теперь даже Вашингтон не верит Москве, а история все больше выглядит как политическая инсценировка для давления, запугивания и срыва переговоров. В Финском заливе снова поврежден подводный кабель связи между Финляндией и Эстонией. Инцидент зафиксировали 31 декабря, а Финляндия оперативно задержала сухогруз «Фитбург», шедший из Санкт-Петербурга в Хайфу с опущенной якорной цепью в районе обрыва. Президент Финляндии Александр Стуб подтвердил расследование и подчеркнул, что речь идет о защите критической инфраструктуры. Это уже не первый такой случай. Год назад в том же районе были повреждены кабель S-Link-2 и линии связи. Все это выглядит не как авария, а как очередная гибридная атака. Способ без единого выстрела бить по интернету, связи, банкам, навигации, портам и армии. На фоне войны против Украины становится очевидно. Фронт давно вышел за ее пределы и проходит уже под водой у берегов Европы. В главном варшавском аэропорту Шопена задержали 23-летнего украинца. Он часами сидел в кафе с ноутбуком и оборудованием, пока службы безопасности не нашли у него глушилку авиационных частот, напрямую угрожающую навигации и связи. По данным издания «Жечпосполита», мужчина путался в показаниях, называл себя то солдатом, то бизнесменом и не смог объяснить ни цель визита, ни наличие устройства. Прокуратура Варшавы арестовала его на месяц по делу об угрозе безопасности авиадвижения. Как подчеркнул прокурор Петр Скиба, в аэропорт часами ездят не за кофе. Версию о случайности там не рассматривают. Мир встретил 2026 максимально громко, будто бы хотел перекричать все войны и кризисы разом. Сидней взорвал небо над оперным театром и мостом. Дубай превратил Бурдж-Халифу в 828-метровый фейерверк-вулкан. Сингапур смешал салюты с дронами будущего. А Рио-де-Жанейро залил Копакабану огнем и сотнями тысяч людей. Впечатлил всех своим размахом торжеств и Китай. А вот в центре Москвы на Новый год теперь больше не танцуют лезгинку. Вместо нее Гонконг впервые за годы отказался от фейерверков, но не из-за солидарности с Москвой, где их тоже не было, а из-за недавней трагедии. В общем, получился довольно символичный старт года в мире. Одни стреляют в небо ради праздника, другие уже знают цену любому огню. Но самое искреннее новогоднее поздравление случилось в Питере. Сотрудники ДПС с помощью новогодней хлопушки поздравили водителя с лишением прав. Он оказался первым в новом году пойманным за пьяное вождение. Первым протоколом 1281. Спасибо. Да, дорогейшие. В Иране образуется реальная трещина под диктаторским режимом. Экономические протесты там — это уже не просто локальный всплеск, а продолжение длинной цепочки кризисов, которые готовы развалить систему изнутри. Инфляция, обвал реала и санкции бьют по базовому выживанию людей, и протесты снова выходят за пределы столицы, на запад и юго-запад страны. А ведь исторически именно такие хлебные бунты в Иране становились триггером больших политических сдвигов и изменений. Когда экономика ломается, любая идеология перестает удерживать улицу. Мы уже рассказывали вам о том, что нестабильный Иран — это фактор риска для Ближнего Востока в целом, а значит и всего мира. В Европе и Турции улицы возвращаются на политическую арену. Особо активно бушевали в Берлине, а новогодние беспорядки в Нидерландах полиция назвала беспрецедентными. Массовые марши в Стамбуле в поддержку Палестины показывают главное. Улица становится ключевым политическим актором. Это исторический маркер эпохи, когда доверие к институтам падает, люди выходят сами. Так начинались большие сдвиги и в Европе 20 века. В
Швейцарии одна из самых тяжелых трагедий в истории страны и конец иллюзий абсолютной безопасности хоть где-то. Пожар в баре «Ле Констеласьон» на горнолыжном курорте в Кран-Монтане, унесший около 40 жизней, стал шоком для страны, которая десятилетиями ассоциировалась с безопасностью и строгим контролем. Для Европы это тревожный сигнал. Даже самое стабильное государство оказывается уязвимы. 2026 начинается с ощущения, что безопасных мест на планете становится все меньше, и все кругом горит. США тоже меняются очень серьезно и, похоже, бесповоротно. Новые ограничения на въезд и повышение сборов для иностранцев – это уже не просто бюрократия, а часть более широкого исторического разворота США к изоляционизму. Администрация Трампа дает четкий сигнал: Америка перестает быть открытым пространством, которым была всегда, и перекладывает издержки глобального туризма и миграции на внешних игроков. Это влияет на потоки людей, денег и идей, и показывает, что эпоха глобализации окончательно трещит по швам. Мир закрывается друг от друга и дорожает. А в Нью-Йорке смена политического поколения, инаугурация Зохрана Мамдани в качестве мэра, события не только городского масштаба. Молодой, прогрессивный и слишком мультикультурный для кого-то лидер во главе мегаполиса – это явный вызов старым элитам и сигнал, что запрос на социальные перемены никуда не исчез. Ведь исторически именно мэры Нью-Йорка часто задавали тренды для всей страны. Евросоюз тем временем не разваливается, а укрепляется. Болгария переходит на евро, становясь 21-й страной еврозоны. Сейчас действует двойное обращение, позже евро станет единственной валютой. Шаг исторический, символ глубокой интеграции и надежды на финансовую стабильность, но также и повод для споров. Часть общества ждет роста цен и переживает из-за прощания со своим левым, несмотря на уверение властей, что все под контролем. А Украина и Молдова с 1 января официально внутри ЕС. Правда, пока в плане роуминга граждане могут звонить, писать и пользоваться данными без доплат в Евросоюз и обратно. Впервые внутренний рынок ЕС расширяется на страны-кандидаты, и это уже не про жесты и символы, а про реальную практическую интеграцию. А еще Еврокомиссия утвердила Horizon Europe 2026-27 на 14 миллиардов евро. Это огромные деньги на исследования, инновации и привлечение новых талантов. Пока другие режут бюджеты, ЕС вкладывается в свое будущее, расширяя влияние и цементируя внутренние связи. Раз, два, три, елочка, гори. В новогоднюю ночь в центре Варшавы фейерверки попали в верхушку 27-метровой главной елки на Замковой площади. И та вспыхнула прямо под бой курантов. Огонь был эффектный, но короткий. Никто не пострадал. Символично. 2026 начался с горящей елки. Красиво, тревожно и очень по-нашему. Ну а общий вывод для начала 26-го напрашивается простой и жесткий. Мир входит в Новый год не в режиме стабилизации, а в режиме накопления напряжения экономического, социального и политического. Отдельное спасибо, что смотрите, досматриваете до конца, и спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. Прекрасного вам и продуктивного дня. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.